Если ролик был полезен, не забывайте тиснуть лайк или дизлайк, подписаться и ударить в колокольчик. Переведено для вас с любовью. Привет, меня зовут Дон Хуап. Миньоны. Как это работает? Как зафризить волну миньонов? Как заставить их пушить? Как заставить волну тянуться к вам? Как сделать супер волну, которая сносит башни? Я все расскажу в этом видео и немного больше. В принципе, миньоны похожи на сперму из Лиги Легенд. Их много, они очень легко умирают, их единственная цель — идти вперед. Есть три правила, которые управляют миньонами. И если вы поймете эти правила, вы поймете, как управлять миньонами. Первое правило — это правило четырех. Если в вашей волне на 4 миньона больше, чем у вражеской, независимо от того, где она находится на карте, она будет пушиться, пока ее не остановит башня или вражеский игрок. Вот и все. Это первое правило. Это очень просто. Просто имейте в своей волне еще 4 фуловых миньонов, и ваша волна будет пушиться. Второе правило — это правило резерва. Это правило является наиболее важным, потому что оно определяет, будет ли волна пушить или тянуться к вам. Давайте посмотрим на этих миньонов. На синей стороне 6 миньонов, а на красной 5 миньонов. В какую сторону они будут пушить? Миньоны будут пушить в синюю сторону, потому что, и это очень важно, новые миньоны подходят быстрее. Миньоны сражаются ближе к красному Нексусу, и красные миньоны начинают пушить. Они быстрее подтягиваются и первыми наносят урон синим миньонам. Они занимают позицию и эффективнее сражаются со следующей волной. Резервы прибывают первыми, они занимают позицию первыми, они атакуют первыми и наносят урон. Поэтому действует правило четырех. Независимо от того, насколько близко резервы, они будут появляться каждые 30 секунд. Имея 4 дополнительных миньонов, ваша волна будет постепенно увеличиваться и становиться больше. Третье правило — это правило о том, что тележки — мешки с дерьмом. Тележки — это те еще задницы, потому что иногда они нарушают правила резерва. По статистике, тележка равна 2,5 миньонам магам. Если тележка не фокусится другой волной миньонов, она равняется 3 или даже иногда 4 миньонам. Тележка похожа на жирного танкового АДК. Если не зафокусить ее, другие миньоны умрут. Если вы посмотрите на эти две волны, они полностью равны до тех пор, пока синяя тележка не сфокусируется первой. А красная тележка потом просто раздамажит остальную часть синей волны. И тогда красная волна будет пушить. Если волна миньонов с фуловой тележкой возьмет на себя обычную волну, то считайте, что тележка равна 4 миньонам. Так как же управлять этими миньонами? Как заставить их работать на нас? Вот диаграмма, на которой показаны 4 разные зоны. Она показывает, насколько миньонов должно быть больше, чтобы волна пушилась. Помогите вашей волне запушить, если у вас нет такого количества миньонов, которое показано на этом графике. В другом случае вражеская сторона неизбежно будет пушить вас. Если вы полностью понимаете эту диаграмму, вы полностью поймете, будет ли волна миньонов пушить противника или запушивать вас. Я только что убил Ирелию 1 на 1, но мне нужно подпушить волну, иначе миньоны разобьются о башню. Я забираю этих парней, теперь в моей волне остался один милишный миньон. Теперь осталось 2 мага, один почти мертв, а другой еще более-менее. Если бы я оставил этих миньонов в текущем состоянии, то в конце концов моя волна бы продвинулась вперед. Но если бы я оставил волну такой, какой она была, и телепортировался, то получил бы маленькое преимущество в крипстате. Мне нет смысла давать противнику какие-либо преимущества, поэтому вместо этого я просто запушил волну, и теперь все миньоны просто разобьются о башню. Из-за этого Ирелия потеряет некоторое количество миньонов сейчас. Итак, как зафризить линию? Самый популярный способ фриза — это танковать огромную волну миньонов. Просто стоять на месте, ждать, пока придет следующая волна, а затем ластхитить миньонов. Это плохой фриз. Я только что потерял половину своего здоровья из-за миньонов. Когда вы фризите, вы пытаетесь получить преимущество. Какое же это преимущество, если я половину своего здоровья уже потерял? Да, миньоны идут вперед, но я только что потерял половину своего здоровья. Это того стоит? Есть несколько техник, чтобы остановить линию.
Наиболее распространенный способ, который вы видите в про-играх, это способ, в котором миньоны стоят на одном месте. Сгруппируйте миньонов, а затем дайте им двигаться вперед. Запомните эти зоны. Я это хорошо показал прямо сейчас. Вы находитесь в желтой зоне, а желтая зона требует, чтобы у вашей волны было еще 2 миньона, чтобы пушить милишных миньонов. Миньоны-маги также сгруппированы в ряд по 3 штуки. Они находятся в лучшей позиции, чтобы нанести урон. Вы же помните, как ваши тиммейты умирают в соло? По одному за раз. То же самое случается и с 2 миньонами. Останавливая миньонов, вы группируете их и заставляете ваших миньонов умирать сейчас. Следующую технику я просто называю техникой перетягивания. С ней вы сможете перетягивать этих миньонов почти бесконечно, чтобы вы смогли нарастить волну врага от 4 до 6 дополнительных миньонов с полным здоровьем. Вы держите их в этом месте, и как только вся ваша волна у миньонов умирает, вы перетягиваете их обратно. Это очень важно, потому что если вы этого не сделаете, миньоны вражеской команды в конечном итоге подойдут близко к башне. А башня просто разобьет миньонов ближнего боя, и противник только получит около 3 миньонов подкрепления в каждой волне. Вытаскивая их обратно, вы гарантируете, что миньоны ближнего боя не подойдут слишком близко к башне, и вы сможете долго фризить линию. И еще одна техника — это просто протанковать миньонов и дождаться следующей волны. Если вы собираетесь сделать это, то вам нужно убедиться в некоторых вещах. Первое, у вашего чемпиона есть сустейн или хилки. Вторая, сейчас есть от 4 до 5 миньонов противника. Вы не хотите, чтобы миньоны наносили урон вашему врагу. Значит, вы должны иметь меньшее количество миньонов, чтобы сохранить фриз линии. Чтобы миньоны перестали вас бить, просто зайдите в кусты, и вы сбросите фокус миньонов. Миньоны похожи на копов из GTA. Если они упускают вас из виду, они забывают о вашем существовании. Так зачем фризить линию? Замораживая волну, легче ластхитить. Это мешает врагу добивать миньонов, потому что на его стороне миньонов больше. Вашему леснику проще сделать ганк, а вражескому сложнее. А если вы сильнее, это хороший способ отзонить противников от миньонов. А теперь, когда фризить линию нельзя. Если ваш противник где-то бродит или находится на другой линии, если противник телепортируется на другую линию, если ваш противник участвует где-то в тимфайте, вы не должны фризить. Ах да, и еще самый простой способ проиграть игру — это фризить постоянно и фармить всю игру. Фриз линии действительно хорош, когда ваш противник вынужден стоять на линии или вынужден убивать миньонов в лесу. Фризить линию не надо, если ваш противник очень мобильный. Если ваш оппонент роумит, вы должны пушить и пытаться сломать башню. Когда ваш противник роумит, он помогает своим линиям. Когда вы ломаете башню, вы помогаете команде золотом прямо сейчас. Теперь, как разбить вражеский фриз? Как сделать, чтобы линию не заморозили? Не используйте просто так рейндж-скиллы, бьющие по области, как этот чогат. Вы только поможете заморозить линию, потому что теперь у вашего противника больше миньонов, с которыми можно разыгрывать. Вам надо использовать свою способность, чтобы добивать миньонов. По крайней мере, вы по-прежнему получите хоть какое-то золото. Если ваш противник сильнее вас, не жадничайте и не пытайтесь разбить фриз автоатаками, потому как, вероятнее всего, помимо потери фарма, вы дадите еще и килл. Если у вашего чемпиона нет рейндж-скиллов для зачистки линии, тогда вам надо роумить. Вы в любом случае не можете оставаться на линии. Так что вы можете пойти и попытаться помочь союзникам. Если вы не отстаете от противника и хотите разбить фриз, то сначала надо поставить вард, чтобы получить обзор от джанглера. И напоследок, как создать суперволну? Как создать суперволну, которая самостоятельно сносит башни и ингибы? Для начала вам понадобится много миньонов. Волна миньонов появляется каждые 30 секунд. Суперволна обычно состоит из 6 разных волн. Это 3 минуты. Как ее сделать? Первое. Если равные волны миньонов сражаются ближе к вашему Нексусу, то волна в конечном итоге подпушится и превратится в суперволну. Что можно сделать, если волна посередине? Вам надо убить 2 магов, так как мили-миньоны более живучие, чем миньоны-маги, и поэтому им надо больше времени, чтобы убить ваших миньонов. Когда эти парни умрут, ваша следующая волна уже будет тут, и ваша волна станет сильнее, потому что вы убили тех 2 магов. Суперволна, которая может разрушать башни, обычно создается за 2,5 минуты.
Идеальное время примерно на минуту раньше. Итак, предположим, что в следующую минуту появится дракон, и эта суперволна снесет хороший кусок башни. Слабость ее в том, что если вы пропустите время, то противник вернется на линию быстрее, чем вы думали. В этом случае вы потеряете 3-4 волны фарма. В случае успеха вы забираете башню. Если нет, то теряете кучу фарма. В принципе, это все, что вам нужно знать о миньонах. А вы знали про эти техники? Вы фризите линию? Расскажите мне об этом в комментариях.